Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня приглашаю вас связать вместе со мной вот такие мокасины. Очень простая модель, связать ее может даже начинающая вязальщица. Но тем она и хороша, что вяжется просто, легко, быстро, ну а выглядит очень даже красиво. Так что давайте свяжем вот такие мокасины. Модель связана на размер 36, очень хорошо сидит на ножке. Подошву я уже подготовила, сделала обвязку вот таким нитью, вот такое синтетическое волокно, на ощупь оно как будто шелковое, но это какое-то синтетическое. И в принципе очень хорошо получилось. Держит прямо форму, жесткая такая обвязка, поэтому ее можно, когда вот мы привязываться будем, можно за верхнюю часть петель брать или за нижнюю часть, то есть очень удобно, держит прямо корпус, как будто бы это продолжение самой подошвы. Так что если вам такая попадется нить, вы можете свободно ее использовать. Но я не знаю ни названия ее, ничего. То есть на этикетке вообще ничего не было. Просто катушка вот с такой нитью. Сейчас на второй подошве покажу. Вот таким образом просто размерила подошву на расстоянии 0,5 сантиметра друг от друга, сделала отверстие, и вот таким образом провязываю в каждое отверстие один столбик без накида. Просто в каждое отверстие вяжется один столбик без накида. Так как нить очень толстая, расстояние между отверстиями всего полсантиметра, поэтому здесь никаких воздушных петель, ничего я не вяжу. И в одно отверстие 2 тоже не провязываю, по одной. А потом уже под них будем делать обвязку, просто добавлять петли. Поэтому вот так каждое отверстие одну. Если у вас будет тонкое, например, вы возьмете капрон, капроном тоже можно обвязать очень хорошо в тон подошвы, то тогда вы можете в одно отверстие провязать 2 столбика без накида. А пяточная носочная часть можно даже и 3 столбика. Если размер большой, то туда можно провязывать 3 столбика. Но на маленький размер достаточно 2. Далее нить, пряжа. Пряжа у меня называется она Filo di Scozia. Ну, вообще это итальянская пряжа, она натуральная, катон в 100 граммах, здесь 272 метра. Стопроцентный катон. Крючок под нее используется 3,5-4 по инструкции, поэтому я крючок буду брать 3. Так как это обувь, вязание будет такое вот достаточно плотное, поэтому крючок 3 миллиметра. Начинаем с базового первого ряда и вязать будем от центра пятки по кругу столбиками без накида. Вяжем между, вот у нас есть обвязка подошвы, столбики, да, вот между каждыми 2 столбиками вяжем 2 столбика без накида, 2 столбика без накида, 2 столбика без накида, без всяких воздушных петель. Просто идем по кругу и между каждыми столбиками по 2 столбика без накида.
Вот таким образом провязываем до конца ряда и в конце соединительный столбик. Закончили первый ряд. Здесь вот, где мы соединительный столбик сделали, нить не обрезаем. Дальше вяжем, уже начинаем пяточку и переставляем вот эту вот петлю на маркер. Потом протягиваем нить, вот где-то отсчитаем вправо 4 столбика на подошве, это примерно 8 петель. Берем 8 петель и начинаем вывязывать пятку. И вот от центрального маркера тоже влево тоже отсчитаем 8 петель. И у нас будет вот эти центральные на пятке 16 петель. Мы провязываем столбиками без накида. Каждую петлю предыдущего базового ряда вяжем столбик без накида, вот до самого маркера. Нить, которую мы заложили, мы ее туда же ввязываем. Провязываем последний столбик, дальше протягиваем нить, снимаем петлю на крючок с маркера и вместе провязываем все 3 петли столбиком без накида. Вот таким образом. Дальше опять столбики без накида до следующего маркера. Здесь мы петлю с маркера провязываем просто столбиком без накида. Заканчиваем ряд. И вот эту последнюю петлю, которую мы провязываем столбиком без накида, ставим на маркер. Теперь прокладываем нить на начало ряда и будем вязать снова по лицевой стороне следующий ряд. Отступаем от первой петли 3 петли вперед, то есть мы сейчас будем увеличивать саму пятку, поэтому 3 петли, и вот с 3 петли начинаем вязать столбики без накида. Первые 3 петли просто вяжем столбики без накида, а начиная уже с 4, когда мы заходим 3 рядом, то мы уже вяжем через одну петлю мы вяжем столбиком без накида из петли предыдущего ряда, а следующую петлю столбиком без накида из петли на ряд ниже опускаемся и чередуем. Это довольно простой узор, получаются длинные короткие столбики, но можно еще для уплотнения пятки провязать просто все столбиками без накида из петли на ряд ниже, то есть ниже опускаемся, не из предыдущего ряда, а ниже, тогда будет еще плотнее пяточка. Но я в этой модельке так вяжу: вот из петли предыдущего ряда столбик без накида и следующий из петли на ряд ниже, и так чередую весь до конца ряда, там где у нас маркер. Доходим до маркера. Тут мы снимаем с маркера петлю на крючок, провязываем столбиком без накида,
вместе с протяжкой, и потом довязываем 3 петли. Мы с той стороны 3 петли отступили, да, и вязали 3 дополнительных столбика без накида. С этой стороны мы делаем то же самое. 3 столбика без накида дополнительно еще провязываем. Теперь эту последнюю петлю мы снова ставим на маркер. Следующий ряд протягиваем снова нить на начало ряда, отступаем 3 петли и начинаем вязать столбиками без накида первые эти 3 петли, а дальше уже по рисунку. В шахматном порядке вяжем. Там, где была петля предыдущего ряда, мы вязали столбик из нее без накида, вяжем из петли на ряд ниже. А там, где мы вязали на ряд ниже, вяжем из петли предыдущего ряда. Просто в шахматном порядке до маркера. Вот покажу поближе. Вот таким образом берем один столбик, вывязываем из петли предыдущего ряда, следующий столбик вывязываем из петли на ряд ниже. Смотрим просто, где у нас длинные столбики и где короткие. Над длинными вяжем короткий столбик, над короткими вяжем длинный столбик. Довязываем до маркера, затем опять протягиваем нить, не вяжем столбик до конца, а берем еще нить с маркера, переставляем на крючок и уже вместе с этой нитью провязываем столбик без накида. И теперь в конце этого ряда будем довязывать уже 5 дополнительных столбиков. Там у нас было по 3, а с этого ряда начнем уже 5. Вяжем вот здесь в конце ряда 5 дополнительных столбиков. Вот такой у нас получается узор. Пяточка получается плотная, слегка под наклоном, огибает пятку. И теперь мы так вяжем, пока у нас не получится вот такая вот модель этой пятки. По 5 петель с обоих сторон отступаем до тех пор, пока мы не провяжем нужную нам высоту. Все зависит от того, какая полнота ножки, какую высоту пяточки нужно. Просто либо примерять, либо знать высоту пятки и под нее уже на нее ориентироваться. Когда мы нужной высоты достигли уже, примерно вот это вот где косточка на пятке, чтобы не вся пятка высоты, а до косточки. Дальше продолжаем вязать уже по переду и вяжем столбиками без накида. Теперь мы будем привязываться, пятку привязываем к переду, и будет у нас единый такой узор через пятку и перед. Вяжем круговыми рядами, столбиками без накида и провязываем таким образом 6 рядов.
Заканчиваем 6-й ряд там, где мы начинали 1-й. То есть вот здесь, где у нас пошел подъем, да, на пятку, вот здесь у нас была 1-я петля, и мы здесь заканчиваем последнюю петлю, чтобы 6 рядов было здесь над пяткой и 6 рядов было над передом. Тогда это будет ровненько. Последние 2 петли вяжем соединительными столбиками. И здесь мы заканчиваем вязание, поэтому мы эту петлю, которая у нас сейчас на крючке, мы ее протягиваем на изнаночную сторону, там ее закрепляем и прячем, обрезаем нить и прячем в вязание конец нити. Вот теперь у нас низ изделия полностью готов. То есть мы уже сделали все. И пяточку подняли, слегка ее наклонили и обвязали перед подъем, для подъема сделали, потому что ножка у нас, да, должна стоять, и вязание не должно ее обтягивать. Поэтому высота подъема зависит от полноты ножки. Чем полнее ножка, тем больше рядов мы надвязываем вот здесь передней частью и над пяткой. Ну вот мне достаточно 6. И теперь будем вязать верх переда. Начинаем с центра переда, ищем петлю центральную. Вот здесь у меня центральная петля. Очень хорошо вот так промерять нитью. Просто параллельно ведете эту нить, и она как раз вам покажет, где центральная петля. Вяжем по лицевой части, поэтому от центральной петли вправо отсчитываем 6 петель. И здесь у нас будет начинаться первый ряд. Привязываемся, и вместе вот с этой первой петлей мы должны провязать 13 столбиков без накида. Провязали 13 петель. Теперь завершаем ряд 2 соединительными столбиками. Разворачиваем вязание и изнаночный ряд вяжем столбиками без накида от начала до конца ряда. Начинаем со второй петли. Мы прибавили 2 соединительных столбика, и вот вторая петля от крючка, мы первый столбик без накида вяжем, и как раз у нас добавляется в этом ряду 1 петля. Вяжем до конца ряда. В конце ряда также вяжем 2 соединительных столбика, но крючок заводим с лицевой стороны. Мы вяжем изнаночный ряд, а крючок заводим с лицевой стороны и вяжем 2 соединительных столбика. Это нужно сделать обязательно для того, чтобы у нас не было отверстий на лицевой стороне вязания.
Если мы крючок заведем с изнаночной стороны, потом будут некрасивые отверстия там. Вязание разворачиваем, лицевой ряд вяжем со второй петли от крючка. И вязать будем таким же точно рисунком, каким мы вязали пяточку. То есть чередуем столбики без накида, один из петли предыдущего ряда, один на ряд ниже. В конце ряда провязываем 2 соединительных столбика. Смотрите внимательно, чтобы петля была следующая за последней. Здесь не надо пропускать, чтобы не было отверстия, и не попасть в ту же самую петлю, тогда будет собираться вязание. Поэтому следующая за последней 2 соединительных столбика. Изнаночный ряд со второй петли, все столбиками без накида. В конце ряда 2 соединительных столбика. И вяжем лицевые ряды по рисунку в шахматном порядке длинными короткими столбиками. В каждом ряду в начале и в конце делаем 2 соединительных столбика. И с изнаночной стороны, когда вяжем, то через лицевую сторону делаем соединительные столбики, когда лицевую, тоже по лицевой. Все время по лицевой стороне. И так продолжаем вязать до необходимой нам высоты переда. Вот снова мы на лицевой стороне. Теперь вяжем там, где у нас короткий был столбик, над ним вяжем длинный. Там, где был длинный столбик, над ним вяжем короткий. Повторяем рисунок только в шахматном порядке. Довязываем ряд до конца. В конце ряда по лицевой стороне провязываем, вводим крючок и провязываем 2 соединительных столбика. И дальше у нас уже вязание будет продолжаться аналогично. По 2 соединительных столбика прибавляем с каждой стороны и вяжем еще столько рядов, сколько нам необходимо. Высота может быть разная у ваших мокасин. Это может быть такой перед небольшой, может быть более глубокие они.
будут, то есть так, как вам нравится. Вот в этой модели я провязала всего тут 14 рядов. 14 рядов достаточная глубина для того, чтобы провязать. Тут еще будет обвязка, поэтому мне хватило. Нить здесь не обрываем, сразу будем обвязывать. Делаем накид, отступаем 2 петли от крючка и в третью столбик с одним накидом. Сюда же, в эту же петлю, вяжем потом еще 2 столбика с одним накидом. То есть в эту одну петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. Теперь воздушная петля и еще раз 3 столбика с одним накидом в эту же самую петлю. То есть у нас получается из одной петли 3 столбика с одним накидом, воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Теперь пропускаем 2 петли, вяжем столбик без накида. Делаем накид, пропускаем 2 петли и из третьей петли снова провязываем 3 столбика с одним накидом, воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Пропускаем 2 петли, столбик без накида. Продолжаем так до конца ряда. В конце ряда вот здесь, после этих столбиков с одним накидом, пропускаем 2 петли и вяжем соединительный столбик. И следующий тоже соединительный столбик. 2 соединительных столбика. Ряд мы закончили, и вот такая у нас обвязка. Это очень простой способ, и он довольно симпатичный. Если мы хотим такие сделать мокасины женственные, вот эта обвязочка очень хорошо подойдет. Теперь я сделаю бант в передней, поэтому набираю цепочку из 60 воздушных петель. Смотрите, вообще можно сделать маленький, короткий бантик, там подлиннее. Вы будете смотреть, как вам подходит на вашу модель. Вот на эту модель я так примерно ориентируюсь, мне 60 воздушных петель хватит. И затем с третьей петли в каждую петлю этой цепочки столбик с одним накидом. Получается вот такая лента. И теперь из нее просто сформуем бант. И этот бант прикрепим уже к передней части нашего мокасина. Вот так я пришила бант. И к нему еще такую в цвет, такую пуговку. Очень красиво, мне кажется, она так его оттеняет, закрепляет. И вот здесь я еще решила, что все-таки мне надо еще боковые части, заднюю часть этого мокасина тоже отделать немножко. Поэтому я пройдусь вот здесь по всей окружности задней части боковых частей столбиками без накида. Просто сделаем отделочку небольшую. Это слегка укрепит, стянет вверх и будет, в общем-то, довольно симпатично выглядеть. Вот таким образом провязываем весь верх.
от переда до переда. Вяжу по изнаночной стороне соединительными столбиками. Так, мне кажется, с лицевой стороны будет симпатичнее смотреться. Заканчиваем ряд, последняя петля, соединительный столбик и обрезаем нить. Последний столбик присоединяем вот сюда к переду. Конец нити прячем в вязание, и все, изделие готово. Осталось положить стельку. Вот такие мокасины у нас получились. Я надеюсь, что для вас не составит трудностей их связать самостоятельно, потому что довольно простая модель и очень простой способ вязания. Узор тут тоже очень простой, так что будет все хорошо, я уверена, у вас получится. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Будет очень много еще интересного впереди. Ну, а я желаю вам хороших ровных петелек. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то пожелания или вопросы. И мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч, друзья!